Это один блок, и каждый раз, когда я его сломаю, будет появляться новый блок. Он бесконечный, но появляется здесь не только земля. Со временем блоки улучшаются до такой степени, что могут появляться сундуки с разным содержанием. Например, сейчас мне попалось 2 яблока и 1 куриное яйцо. Я буду расширять эту территорию. Всего есть 14 этапов. У каждого этапа есть своя тема и разнообразие. Первый этап – равнина. Здесь появляются подходящие мобы и блоки для нашей темы фазы. А позже будут и те блоки, которые в Майнкрафте очень редкие. Они помогут нам попасть в Нижний мир и в мир Энда. Во втором сундуке появились первые семена, а затем я немного расширил платформу, чтобы свинья не упала. Подсказки посоветовали мне положить все вещи в сундук для их безопасности. Если я упаду, все вещи потеряются в бездне. Есть блоки, которые падают. Чтобы их сохранить, нужно поместить что-нибудь под бесконечный блок. Мне дали ведро воды, я им ловко воспользовался и поставил землю под сундук. Теперь никто и ничто от меня не уйдет. Так я добыл первый гравий, скрафтил доски, верстак и палки. Снова убираем все вещи для их безопасности, ломаем землю, и теперь можно сказать, мы готовы к приключениям. Сундук с сердечками – это бонусный сундук с очень полезными предметами. Дубовые доски, факел и мой первый саженец дуба. Бонусный сундук появляется в конце каждой фазы, и его ломание означает, что скоро фаза обновится. Вы достигли этапа 1 равнины. Здесь столько цветов и деревьев, что хватит на всю жизнь. А вот и семена арбуза с яблоком. Уже по традиции убираем все вещи в сундук. Я немного увеличил платформу с помощью деревянных блоков. Скрафтил кирку, забор, калитку и поймал свинку. Но тут заспавнилась новая свинья, и ее я загнал благополучно тоже сюда. В новом сундуке у меня появилась цветущая азалия и семена тыквы. Пришло время посадить первые семена во время красивого рассвета. Первый день позади, впереди еще 99 дней, и не все они друг на друга похожи. С каждым этапом приключений становится все больше. Утром второго дня у меня появилась первая корова. Для нее я тоже сделал небольшое помещение, она будет жить тут. Чуть позже появилась и вторая корова. Я расширил территорию, заспавнилась третья свинья. В сундуке мне попалось 3 кожи и азалия. Первую овечку я расположил здесь, курочку чуть правее. Уже стемнело. Под ночь второго дня выросло дерево. Снова заспавнилась курочка, плюс я посадил новые деревья. Мобы стали появляться намного чаще. Еще одна корова успешно перемещена. Появился бонусный сундук, а это значит, что скоро второй этап. 2 дня позади, наш остров выглядит вот так. Следующий этап. Вы достигли стадии 2 подземелья. Множество монстров бродит по подземельям мира. Так, хорошо. Первый булыжник. Кажется, скоро у нас появятся первые монстры. Но тогда я еще не знал, что эти монстры сделают. Обновка. Каменная кирка. Уголь, камень, выросло дерево и первое железо. Поставили печку, можно плавить. Угу, какое железо. После небольшой добычи камня и его видов у меня появилась грибная корова. Создаем те же условия, перемещаем корову в безопасное место. Тем временем выросла пшеница. Неугомонную корову приманиваем именно с помощью ее. Третий день подходил к концу, и как ни странно, заспавнился зомби. В новом сундуке были яблоки и кости. Ночью у меня заспавнились кролики, их я тоже поместил сюда.
Не сказать, как я тогда испугался, но было очень страшно и неожиданно. Крипер стал моим страхом на ближайшие дней 10 точно. Тем временем злые и агрессивные мобы стали спавниться все чаще. Это и паук, вернее сказать пауки. И снова крипер. Крипер? Поэтому я перенес сундуки с вещами немного дальше, где крипер своим взрывом в случае, если я не успею его остановить, не заденет мои вещи. Позади почти 4 дня выживания, мой остров сейчас выглядит так. У меня выросла первая ель, а березы еще нет. О, это музыкальный чест. Но прослушать пластинку без проигрывателя я еще не могу, послушаем позже. Это 5-й день, а вот и железная кирка. Также я сделал щит, обороняться станет проще. Весь день я ломал блоки, дрался с мобами, и вот результат. Крафтим шерсть из ниток, кровать из шерсти и досок, и вот мы можем поспать. Утро 6-го дня было очень продуктивным. Я копал, дрался и копал. Единственное, я стал немного подальше от этого блока. Я действительно боюсь крипера. Бонусный сундук, а это значит наконец новый этап. Этап 2 завершен. Следующий этап. Вы достигли стадии 3, снежный биом. Зима накрывает землю своими ледяными руками. Окей, это новый биом и новая фаза, и мне почти сразу же попалось золото. А также появилась серая керамика. Разнообразие в блоках уже намного больше. А еще появился волк, друг человека. Это похоже на зимнюю лисицу, но я в этом не уверен. Они очень красивые. 7-й день приключений будет еще больше. Этот чел страшнее обычного скелета, так еще и замедление накладывает. Ай-яй-яй. Тут без моего участия произошел какой-то хаос. Волчонок с одной лисицей улетели куда-то далеко, а другая лисица пересмотрела видео по паркуру, взяла и припрыгнула в забор и напала на куриц. Пришлось ее остановить. Но, признаюсь, несколько куриц она успела съесть. А еще заспавнился козел, но и тот разбушевался и напал на ему собачку, за что и был наказан. Сейчас до меня дошло, что игра показывает только 6-й день, а я считал его 7-м, поэтому 7-й день еще впереди. Медвежонка, который заспавнился, я также поместил и огородил забором. Привет, Халк. Теперь ты в безопасности. Затем я поместил туда еще одного медведя, да и нескольких потом. Самым страшным событием 8-го дня были эти 2 скелета. А, ладно, шучу, не дождетесь. С ними было справиться легко. Всех прочих мобов я внес в черный список, в него уже входит лиса и коза, а позже добавим и оцелота, да и всех недружелюбных монстров тоже. В музыкальном сундуке лут был очень хорошим. Новая синяя пластинка, рельсы, нитки и книги. Копаю я, значит, закопаю, и вдруг в чате высвечивается вечеринка монстров. Зловещий звук был явно не к добру, появилось очень много мобов. Чудом я выжил и закрылся возле дерева. Гениальнейшим образом я разобрался с одним зомби, а затем с другим. Оставался только скелет, и с ним я тоже смог разобраться. Да, это был самый эпичный момент за 10 дней. Плюс достижение дресс-код, я вывел с кого-то железный шлем. У меня появилась новая собачка, а еще я немного обезопасил себя от таких внезапных вечеринок. Дни пролетают незаметно. Я продолжаю ломать, копать и развивать остров. Скрафтил себе железный нагрудник, поспал и посмотрел. Наступил 12-й день. Начал я его с расширения территории, плюс построил новые заборы, переместил животных, теперь у нас намного больше места. Все это заняло 2 дня. 14-й день я начал с постройки своего дома.
Впереди еще 86 дней, а жить без дома как-то не классно. За день я сделал небольшую комнату, поставил сундуки и разложил ресурсы по отдельности. Например, здесь будут руды и драгоценности. Да и 15-й день я делал то же самое. Также время от времени я собирал урожай, кормил животных и рубил дерево. На 16-й день я вновь приступил к ломанию одного бесконечного блока, и через 2-3 минуты мне попался бонусный сундук. На этот раз лут еще вкуснее. Вы достигли 4-й фазы. Глубокие сланцевые пещеры. Мрачный подземный мир, где повсюду тьма и монстры. Оу, у нас новый этап. Кажется, сейчас монстров будет еще больше. Не зря же написали про монстров. О, лазурит! Я думаю, скоро пригодится. Золото, железо, зомби. Но зато с них выпала мотыга. Крипер? Целый этап был без крипера, но все, мы справились. Осколки аметиста выглядят аппетитно. В целом с этим днем мы справились. А дальше вишенкой 17-го дня стали алмазы. И крипер после угля. У меня вырос темный дуб, я его срубил. А ты не забудь подписаться на мой канал. И с 18-го дня мои достижения по неизвестной причине обновились. Каменный век, железо и алмазы. Все с нуля. Еще заспавнились 2 скелета, их я одолел. С 2 зомби я тоже справился, а еще поспал. 19-й день я потратил на рубку деревьев. Их у меня становится все больше. 20-й день начался со вкусного скелета. Снова выросли деревья, снова срубил и посадил. Заспавнились сразу 2 крипера, это уже сложнее. Хитрый обманный маневр и разбираемся с каждым наедине. В 21-й день история с 2 криперами повторяется. Остров прям понимает, что криперы мои любимые мобы. Поэтому чуть позже заспавнился и еще 1 крипер. У меня выросло несколько деревьев, и этот дуб у меня простоит еще почти 80 дней. Уж очень он меня поразил своей красотой. А еще я понял, что волки меня перестали слушаться, но о возможной причине поговорим позже. Я немного уменьшил количество коров и увеличил количество куриц. Криперы стали моими постоянными гостями. Иногда их сменяли зомби и другие дружелюбные мобы. В конце дня мне попался сундук, в котором лежала подзорная труба. Пейзаж моего выживания с ней становится в разы лучше. Уже знакомый звук — это вечеринка монстров. На этот раз отбиваться было проще, но все же один скелет зацепил меня и вынудил бежать. Самую большую опасность представляет крипер. Первым делом даем отпор именно ему. Стрелы закончились, поэтому пришлось разобраться со всеми остальными монстрами в ближнем бою. 23-й день пролетел незаметно. Я копал, собирал пшеницу и сражался с мобами. Я сломал уже больше 2500 блоков. Интересно, сколько у меня будет в конце? А вот и появился бонусный сундук. Лут был еще лучше, чем в прежних сундуках. Время новой фазы, следующая стадия. Вы достигли этап 5 пещеры с пышной растительностью. Биом подземного цветочного мира с потрясающей красотой и каменным дождем. 25-й день я начал с изучения нового этапа. Мне попадались многие драгоценные ресурсы, а еще мне попались первые рыбки, которых я благополучно прокакал. Тропическая треска, потом заспавнилась еще треска. Но помочь им и переместить водяной источник я еще не мог, воды просто не было. Еще заспавнился маленький зомби на курочке, с него выпала кольчужная броня. Да и обновление, я скрафтил алмазную кирку. У меня появились акселотли, причем они сами доползли до единственного водоема, который обеспечивает мою ферму.
До меня вдруг дошло, что лед можно растопить. Я поставил рядом факел, начал переплавлять в печке золото, тепла было достаточно, но лед не плавился. Это был синий лед. Потом я поставил рядом обычный лед. И угадайте, что? А ладно, да, он растаял. Оказалось, что синий лед нельзя растопить. Точнее, способа это сделать я не знаю. Ура, вода! На новой территории я сделал бесконечный источник воды. Сюда же переместил акселотли, и теперь выживание пошло новым ходом. У меня заспавнились новые акселотли, и теперь здесь красивый бесконечный источник энергии. Это забавно. Я продолжал собирать ресурсы. Иногда встречались мобы, например, зомби на курице. Еще я впервые поймал рыбку-ведро, тропическую рыбу белый горбыль, рыбацкая хитрость. Довольно неплохой сундук, и после него почти сразу же скелет на пауке. А что, выглядит неплохо. К вечеринке монстров я уже привык, а еще я сбился, какой сейчас по счету идет день. Наверное, это самая легкая волна монстров за эти дни. Изи. Пришло время заняться обустройством дома. О, смотрите, заспавнился музыкальный сундук с хорошими вещами. Еще позже появился бонусный сундук, и следующий этап очень связан с водными источниками. Вы достигли 6-й фазы дно океана. Перед вами простираются бесконечные водные просторы, в глубинах которых прячутся странные существа. Оу, окей, у нас новые блоки, связаны они с океаном. Да и другие блоки тоже попадаются. Да прибудет с нами черепашья сила. А еще мне попался песок, скоро в доме можно будет сделать окна. Также все ресурсы, связанные с этапом океана, я буду складывать в этот сундук. Уху, трезубец я люблю. Но бьет он очень слабо, я чуть было не потерял все сердца. А они бьют все же очень сильно. А еще под вечер 33-го дня у меня заспавнились рыбки. Но спасти лосось я не успел, воды не было поблизости с собой. Но рыбку я успел спасти, помещаем ее в сундук. Еще на 34-й день впервые заспавнился страж, красивый страж. Затем я поймал еще одну рыбку. Сразился со стражем, и в конце 35-го дня я перетаскал все вещи из сундука в новые сундуки. Да и первый раз поспал в доме. Встретил гостей и подружился с ними. 35 дней позади, пора собраться и достроить дом. Добываем много дерева. Еще понадобится булыжник, камень и каменные кирпичи. Здесь ко мне пришли иглобрюхи, или же рыба фугу. Наиполезнейшая и наивкуснейшая рыба в Майнкрафте, которые оставили мне в один момент 3 хп. Еще мне попался полезный сундук. Раковина Наутилуса самые главные. Пару дней, я думаю, пора потратить на постройку дома, вернее сказать его завершение. Ну что я могу сказать, дом получился довольно уютный, милый и красивый, я доволен. Можно вернуться обратно к ломанию блоков. Я поймал одну треску в ведро воды, это мое уже 7-е ведро. Еще я немного увеличил территорию и попробовал сделать что-то вроде аквариума. А еще у меня очень красивые закаты. Поливаем воду, заполняем аквариум рыбками, и получилось, на мой взгляд, красиво. Точнее, неплохо точно. За это время у меня выросла пшеница, я ее срубил, покормил коров и овечек и добил 35 уровень. Снова поймал одну рыбку и выпустил ее в аквариум к остальным дружкам. Еще заспавнился этот красавец, который, кстати говоря, очень сильный и пробивает даже мой щит. Забавный факт, я этого не знал. Он мне наложил утомление 3-го уровня, поэтому я решил с ним разобраться по-мужски. Открыл дверь, прицелился и запульнул в него трезубец. Однако этот парень не из простых. Ловко увернулся, так еще и трезубец в итоге занялся свободным пилотированием. Улетел из острова далеко-далеко. Впервые за все время заспавнились дельфины. У них был такой звук, но я не смог о них позаботиться. В музыкальном сундуке попалась новая пластинка, или даже вернее сказать, такая пластинка у меня уже есть. Ё-моё, заспавнились мои любимые друзья с трезубцами, стражи и этот чёртов пацан. Я был дома, и дом сыграл важную функцию в моей защите. Я вышел из него, и оказалось, что остались только 2 утопленника. Разобраться с ними проблем не было. Бонусный сундук, главный трезубец вернулся ко мне. Следующий этап — яркое красное солнце и красная пустыня.
Вы достигли фазы 7 Красная пустыня. Пустыня — это враждебное место, полное жары, пыли и смерти. Охо, сейчас будет жарко в прямом смысле этого слова. Но для начала я сделал метновые блоки. Еще я сделал стойку брони у входа. Взял один сундук и на втором этаже возле моей кровати переместил туда все важные драгоценные ресурсы. Житель по имени Трейси. Знакомьтесь, этого торговца зовут Эмма. Покупаем у нее тростник, сажаем, и скоро у нас будет бумага и сахар. Заспавнились два разбойника и изумрудный блок. Странно, совпадение ли? Да еще и ослы появились. Привет, ослы. Снова сражаемся с разбойниками, за это время пролетело уже 50 дней, осталось еще немного. Снова вечеринка монстров, на этот раз отступаем тактически правильно. Строить в следующий раз отдельные для них дома. Лучше так, хотя бы они будут в безопасности, чем при какой-нибудь орде мобов. Их просто... У меня нет слов. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну что с тобой? Осел. Реально осел. Приключения продолжаются. Что еще сказать? У меня нет слов. Но главное, я выжил, я сам ничего не потерял. Даже выбил вот такой кожаный нагрудник на прочность 1. Все супер. Выживание продолжается. Let's go. Самая проблема в том, что я уже хотел построить новый уровень какой-то, продлить вот этот деревянный пол. Но я хотел в конце вот этого уровня, у меня вроде 7-й уровень, но похоже, я немного не успел. У меня даже была в голове задумка, как бы переселить жителей на всякий случай, потому что я прекрасно понимал, что такое может случиться. Какой-нибудь один моб может туда зайти и все. Но в итоге зашла целая орда, и абсолютно вся вечеринка монстров, которая ко мне была... Даже слова не могу подобрать. Вся вечеринка монстров, которая у меня была, которую мне призвали, она абсолютно вся зашла в этот дом. И так повезло, что двери оказались открытыми, и они этим просто воспользовались. И минус 4 жителя. Что ж, это супер, конечно, вообще. Ладно, на самом деле ничего в этом хорошего нет. Увы, мы потеряли 3 жителей. Но мы не расстраиваемся, у нас только 52-й день. И наше выживание продолжается. Кстати, как вам мой отрывок? Я немного загрустил, но... Что ж, продолжим. Я понимаю прекрасно, что я сам виноват в этом. И буду исправлять. Let's go. Поэтому ломание блока немного меняется. Я пойду продлевать вот эту штуку. Чтобы будущие жители смогли здесь жить. Будем доставлять их сюда. Let's go. Юху, друзья! У меня тут снова появились жители, как вы могли заметить. И прямо сейчас у меня еще один праздник. Я выкопал ровно 5000 блоков. Если мы нажмем на Tab, то увидим ровно 5000. И если я выкопаю вот этот блок, это уже будет 5001 блок.
Вроде так. А еще у меня есть такая прекрасная идея. Мы можем положить вот так вот 8 дубовых досок в центр алмаз, и мы скрафтили проигрыватель. У меня наверху в сундуке есть целых 3 пластинки. Давайте поставим, например, проигрыватель на данный момент сюда. И можем какую-нибудь из этих пластинок спокойно прослушать. Давайте попробуем с вот этой. Теперь я могу спокойно слушать музыку, и обстановочка стала даже намного лучше. Хорошо. Так, а вот эта музычка у нас будет... Так, надо музыку громче. Вот. Из этих 3 музык мне лично больше всего понравилась вот эта голубая пластинка. Привет, у меня получились вот такие домики, осталось переместить всех жителей туда. Я сделал для жителей разные кровати, блоки для получения профессии и доставил до места. Не без труда, но у меня это получилось. Спустя где-то дней 15-20 эти дома и фермы на новой части острова готовы, можно продолжать копать. Да ё-моё, я ж только начал копать. Почти со всеми я справился без проблем. Жители теперь в безопасности. А, погодите, не буду мешать вашему просмотру. Я только что сам не понял, что произошло. Дверь закрыта? Дверь закрыта. Ладно, не зря тут, кажется, приготовил хоть какую-то броню. Мне нужен щит. У меня есть стрелы. Стрелы есть. Фух. Это просто капец какой-то. Я еще и кролика выпустил. Ну, в целом, я рад, что я хотя бы не зря сохранил жителей. Как будто я прям чувствовал, что сейчас что-то будет. Все нормально, я живой. Let's go дальше. Дальше я стал играть более аккуратно, но в то же время и агрессивнее. О, бонусный сундук. В целом лут нормальный. Вы достигли этапа 8 подземелья в джунглях. Под вековыми деревьями и увитой виноградными лозами находится подземелье. Ура! Привет, джунгли! Сразу 2 попугая, а если их приручить? Получаем достижение друг человека. Над собаками контроль мы потеряли, но зато друзей в виде попугаев приобрели. Один попугай будет на 2-м этаже, а другой будет сидеть вот здесь. Кстати, о собачках. Скорее всего, произошел лаг или баг, когда достижения все сбились. Похоже, это повлияло и на мои 4 собачки, теперь они без хозяина.
Еще заспавнились мелкие, пристающие и сильно бесящие букашки. Словно комары ночью над ухом летают, те же ощущения. Но зато у меня появились лошадки, много лошадок. Привет, оцелот. Я его много покормил, а потом понял, что... Ведьма? Даже две ведьмы. Пора поспать. О, это же панда! Ты чего же милашка заспавнилась здесь? Нет, я серьезно, я даже поскринил пару раз. Еще спавнились LA, но они все время куда-то улетали. Да и мелкие букашки тоже иногда появлялись. Супер сундуки? Не, сам придумал, такое у него уже было название. Мне попалось яйцо призыва скелета. Вот это да! Сломалась кирка, зато появилась панда, вот это хорошо. Соскучились по вечеринке монстров? Я не очень, но появились здесь ведьмы, пауки и букашки. Эта волна монстров вполне нормальная. Новая пластинка C418, Милохи или Милохай. Привет, еще одна панда. А еще вдали я увидел странствующего торговца, но предложенные вещи меня не заинтересовали. Бонусный сундук, и это один из самых богатых сундуков за почти 80 дней выживания. А главное бамбук, который можно посадить. А еще с пандами прикольно видео снять, пару минут и вы увидите этот прикол. А сейчас у нас новый этап, чуете? Кажется, лягушками пахнет. Вы достигли этапа 9 мангровые болота. Прибрежно-водные болотные угодья, расположенные в тропических, субтропических регионах и сильно загрязненные. Интересно, что будет здесь? Но для начала я скрасил запоры калитку. Возле аквариума сделал небольшой участок, и где-то 8 лошадей теперь будут жить тут. Попадаться мне начали в основном блоки грязи и все похожие на них. Еще появилась лягушка, моя новая подруга. Ого, сразу два зомби-жителя, неплохо. И еще одна лягушка. Срубил бамбук и увидел я, значит, что-то очень милое. Мне очень понравилось, как панда ест бамбук. Это мило. Я продолжал рубить блоки. Маленьких будущих лягушат я старался сберечь. Пришло время для алмазной брони. Заспавнились слизни, справиться с ними лягушки мне помогли. И лягушкам большое спасибо, они мне и вправду помогают. Новая волна монстров, вечеринка в самом разгаре. Было много слизней, а еще два сильных зомби, но с этой волной получилось справиться тоже довольно легко. Увидев видео фиксплея защиту от монстров, до меня дошло, что можно было сделать площадку намного эффективнее. Этим я и занялся в следующие дни. Я сделал и оформил все красиво, и теперь добывать стало намного проще. Еще немного надо было покопать, и вот бонусный сундук весьма богатый ресурсами. Пришло время новой стадии. Следующий этап будет очень горячим. Вы достигли фазы 10 преисподняя. Измерение, похоже на ад, вторгается и распространяет хаос. Ура, мы наконец сможем начать копать блоки из другого мира. Адские блоки. Так из самых редких мне попался древний обломок. А следом еще и обсидиан. И конечно, куда без этих свиней. Вот
Вот это я понимаю, панда дала удар. Горжусь ею. Как не покормить такую милашку? Сейчас моя главная цель собрать 4 обсидиана и сделать стол зачарования. Еще в один момент выбежали овечки, но я их поймал. Утро 93-го дня, осталось прожить еще 7 дней. У меня спавнилась лавомерка, а еще сундук с яйцом призыва светящего спрута. На 7000-й блок заспавнился ифрит. Затем еще одна лавомерка, а до этого и еще одна была. Музыкальный сундук с новой пластинкой. Послушайте ее обязательно. И эти скелеты тоже были, и новые обломки, и 2 гаста сразу тоже. Один, кстати, улетел и пропал. Сломал 6 блоков после гаста, и вечеринка монстров вернулась. Мое защитное сооружение помогло, но не со всеми. Пламя перекинулось и на панду, раненую раньше. Гаст снова улетел, ифрита я добил, да и с остальными я тоже справился. Максимально много, насколько это возможно, я создал книжные полки. Меч я зачаровал на остроту 3, прочность 3, отдачу 2 и заговор огня 1. На кирке у меня выпала эффективность 3, прочность 3 и удача 2. Это мгновенно меня усилило. Оставалось еще 4 дня, и уже можно понять, что полностью пройти эту карту за 100 дней я не успел. В одном из сундуков мне попался еще один трезубец. Я не смог поразить ифрита своим новым сильным мечом вовремя, и в итоге загорелся одновременно и дом, и дерево, и даже корова. Пламя перекинулось и на куриц. И хотя я успел потушить дом, огонь на дереве разгонялся очень стремительно. Горело то самое дерево, которое было с нами с самого начала. Пожар наносит действительно большой ущерб. Осталось самое главное — закончить это выживание максимально круто. Ну что, друзья, кажется, мы потихоньку подходим к завершению этого видеоролика. Это мой последний сундук, который я открою в этом видео, который я залутаю. Мы получаем череп визора скелета, достижение бедный Йорик. Я думаю, это означает одно. Так, мы еще берем с вами супер зачарованное золотое яблоко. Но, рубить этот сундук я уже не буду, и получается, что фазу 11 мы с вами увидим только в следующем видео, и у меня остается целых 2 дня, я думаю их потратить на улучшение этой территории. Как вы могли заметить, случился очень ужасный пожар, и много сгорело. Ну как много? Сгорело 2 дерева. Одно было очень большим, которое я вообще не хотел рубить, но было очень красивым. Также задело немного куриц, но в целом большая часть осталась в безопасности. Снизу у меня собралось очень много животных, я думаю, их надо будет отсюда как-нибудь вытащить. Но пока у меня есть приблизительно где-то 2 дня на улучшение этой территории, я подумаю, как можно это улучшить. Но единственная проблема, я думаю, которая у меня есть, это заритовые слитки, которые я никак не могу использовать. И для них нужен кузнечный шаблон, чтобы переделать их. А его у меня нет. И я думаю, скорее всего, даже на этой версии и не будет. В этом небольшая проблемка, но поиграем без незерита, в этом тоже нет проблем. Скоро я вернусь, друзья. Я погнал переделывать. Let's go. Ну что, друзья, я думаю, пришло время наконец отпраздновать наши 100 дней в этом мире. Прямо под музычку. Все как я люблю. Мы действительно прожили здесь уже почти 100 дней. И потихоньку день заканчивается. Я предлагаю, наверное, просто даже посмотреть, как этот день закончится, и в этот день особо ничем не заниматься. Я подготовил несколько фейерверков. Они обещают быть очень красивыми. И прямо сейчас... Ладно. Нет, попугайчики, стоп.
Понятно. Значит, прыгать не надо. Пусть они будут со мной, они мне тоже очень нравятся. У меня 30 уровень, но при этом я успел зачаровать свой алмазный меч и алмазную кирку на очень хорошие чары. Еще один раз, как вы помните, я потерял свой 45 уровень, но в целом не беда, это тоже не страшно. Главное, мы справились, мы выжили 100 дней, и довольно все хорошо, я думаю, прошло. Можем даже наблюдать, как потихоньку растет бамбук. Еще мне нравится, как от этого сундука идут сердечки. И я думаю запустить салют именно вот отсюда. Именно с вот этих 4 точек, или даже с 9. Но предлагаю, наверное, дождаться все же заката. К сожалению, я потерял доступ к своим собачкам. Я не знаю, что произошло, играл я на том же аккаунте. Но, увы, я никак не могу с ними контактировать. Наступает вечер, а это означает, что наше 100-дневное выживание на одном блоке подходит к концу. И предлагаю отпраздновать вот таким салютом. Вау! К сожалению, что-то я сам все пропустил. Ну да ладно, надеюсь, вам было красиво. А мы с попугаями отправляемся спать. Навстречу 101-му дню. Но увидимся мы с вами уже в следующем видео.